Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке. А куда мы пойдем? Где ты был? Откуда ты пришел? Такие 3 разных вопроса, но все эти 3 вопроса на английский язык мы можем сказать where. Where from, to where и так далее. Для русского языка эти 3 вопроса очень важны. Вопрос «где?» Этот вопрос показывает, где вы находитесь в статичном положении, где вы расположены. Вопрос «куда?» Куда вы двигаетесь, куда вы направляетесь? Это вопрос движения. Вопрос «откуда?» Это тоже вопрос движения. Откуда вы направляетесь, откуда вы двигаетесь? То же самое движение, направление. Куда? В одну сторону, откуда в другую сторону. Как-то у меня был студент, который спросил, а зачем в русском языке так много вопросов? Где, куда, откуда? Наверное, потому что для русской культуры очень важно точно понимать, где вы, куда вы направляетесь и откуда вы приходите. Давайте рассмотрим все эти 3 вопроса. Вопрос «где?» Этот вопрос обычно вопрос предложного падежа, prepositional case, но также вопрос «где» может быть и в творительном падеже с определенными предлогами и других падежах. Где работать в офисе, находиться дома, жить в России и так далее. Обратите внимание, здесь я вам рекомендую, когда вы учите глаголы, всегда учите их с вопросом. Именно вопрос вам и поможет правильно использовать падеж, правильно строить предложение. Следующий вопрос «куда?» Еще раз, вы направляетесь в какую-то сторону, вы двигаетесь. Это вопрос движения. Поэтому вопрос «куда» обычно употребляется после глаголов движения. Идти куда, ехать куда, лететь куда и так далее. Куда, в первую очередь, это вопрос винительного падежа. Accusative case. Идти на работу, бежать в офис, заходить в комнату и так далее. Следующий вопрос «откуда?» Это значит, вы направились сюда, до этого вы находились в другом месте, и оттуда вы направляетесь сюда. То есть это тоже движение, это тоже направление движения. Этот вопрос мы тоже используем с глаголами движения, и это вопрос родительного падежа. Я приехала из России, мы пришли с работы и так далее. Но обратите внимание, что когда я говорю где, куда, откуда, я обычно называю места, где я нахожусь, куда я направляюсь или откуда я прибыла. Но мы можем ведь ходить и к друзьям, мы можем и быть у родителей, или мы можем прийти от врача. К чему я это говорю? Если мы хотим сказать, что мы были у кого-то в гостях, или мы едем к кому-то, называем человека, профессию и так далее, это кто, или мы приехали от кого-то, то вопрос у нас уже немного трансформируется. Мы скажем не где, а мы скажем у кого. Мы можем сказать где ты был, и мы можем сказать у кого ты был. А вопрос куда мы заменяем на вопрос к кому. Можем сказать куда ты идешь или к кому ты идешь. Вопрос откуда мы можем заменить на вопрос от кого. Откуда ты идешь, от кого ты идешь. И это очень важно понимать, потому что с людьми, если вы говорите у кого, кому и от кого, вы будете использовать другие предлоги. То есть где вы можете сказать «я был в гостях у друга». С людьми мы используем предлог у кого. Если вы направляетесь к кому-то, вы используете предлог к. Куда? Я иду в больницу к врачу. Только к. А если вы пришли от куда-то, от кого-то,
то если это место, вы говорите предлоги из, с, а если это человек, то вы будете говорить только предлог от. Я пришел с работы от босса. Нельзя говорить «я пришел из босса». Нет, это будет неправильно, как будто вы находились внутри босса, а это невозможно. Я пришел от босса. Я был у босса. Я иду к боссу. Давайте посмотрим другое. Я пришел от брата. Я был у брата. Я иду к брату и так далее. То есть очень важно понимать, где, куда и откуда. Это важно для русского языка, а также важно понимать, вы были в каком-то месте или вы были у человека, вы направляетесь к человеку или вы пришли от человека. Поэтому важны вопросы. Где это место? У кого это человек? Куда это место? К кому это человек? Откуда это место? От кого это человек? И важно, что когда вы отвечаете на вопросы, нужно использовать определенный падеж. Вот и все. Это было видео о русском языке, точнее о грамматике русского языка. Подписывайтесь, чтобы не пропустить другие интересные, полезные видео о русском языке и все, что с ним связано. Давайте общаться в социальных сетях и пока-пока. До скорой встречи. Учите русский язык легко, просто и вместе с Russian Language Club. Пока!